Эту историю мне рассказала моя знакомая волонтер Наталья. На одной из конечных остановок общественного транспорта она увидела маленький пушистый комочек. Подойдя поближе, она рассмотрела маленькую собачонку. Этот район считался одним из престижных районов города Курска. Всклоченная шерсть собачки делала ее похожей на домового. Она провожала печальным взглядом проезжающие машины и трусилась от холода. А возле дороги стоял разбитый ящик, устеленный грязными тряпками, который служил ей домом. Волонтер не удержалась и заговорила с собачкой. И та обернулась на приятный голос. Внешний вид животного произвел на Наталью неизгладимое впечатление. У него был короткий нос, что говорило о родстве с пекинесом, один глаз был слепой и зубы выпячивались наружу. Шерсть у нее была вся грязная и слипшаяся. Собака была немолодой и явно с тяжелой судьбой. Наталья пожалела собачку и накормила ее кормом. Потом она попыталась выяснить у проходящих мимо людей, как она здесь очутилась, но никто ничего не знал. Информацией о животном владел один из водителей общественного транспорта. И вот, что он рассказал. Раньше у собаки был дом. Но после того, как хозяева завели себе молодую овчарку, которая не хотела признавать другого питомца, хозяева выгнали ее на улицу. И случилось это зимой. С тех пор она и живет в этом ящике возле дороги. Она часто смотрит в сторону своего дома, но знает, что возвращаться туда нельзя. Наталья не могла забрать собачку с собой и оставлять ее там тоже не могла. Поэтому она и решила написать мне. Увидев на фото беззащитное животное, у меня защемило в груди. Как можно выгнать в зимний холод собаку на улицу? Как она, по их мнению, должна была выживать? А если бы их лишили на склоне лет собственного жилища, и они могли только за ним наблюдать со стороны? Мы с Натальей решили, что она отвезет собаку на осмотр к ветеринару, а потом я ее заберу. Кстати, в таких условиях собака прожила 6 месяцев, и никому из местных жителей не пришло в голову помощь несчастному животному. Очень жаль, что у нас мало отзывчивых людей. И уже через несколько часов после нашего с волонтером разговора Сонечка сидела в ветеринарной клинике. Она спокойно сидела на руках у Натальи и с интересом разглядывала все вокруг. Сонечка оказалась очень дружелюбной собачкой. Да, у нее своеобразная внешность, но это такой милый и добрый пушистик, которого сложно не полюбить. Осмотр ветеринара показал, что у собачки серьезные проблемы с глазами. Сегодня собачка живет в загостинице. Видно, что она довольна тем, что у нее есть свой домик и в достатке еда. Но все же, она часто выглядывает в окно или прислушивается к звуку человеческих шагов, надеясь, что пришли именно за ней.